Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такую интересную блузочку с кружевной ткани. Я вам покажу, как пришивать фестоны, как сшивать кружевную ткань. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. А кружево всего 85 сантиметров. Ткань эта очень дорогая, и я как бы вот высчитала, сколько мне надо на спинку, на полочку и на коротенький рукавчик. Вот 85 сантиметров мне хватит. Но кроить я буду, складывать ткань буду не по ширине, как обычно делается, а по длине. Вот таким образом. Еще что интересно, если у вас будет выбор, какую выбрать ткань кружевную, смотрите внимательно. Если будет двойной фестон, как было у меня, вот этот фестон был вот таким образом, это я уже его сама отрезала, и это очень удобно, этим фестоном я потом обработаю горловину. И также рукавчик им обработаю, потому что вот этот фестон уйдет на спинку и на полочку. Итак, ткань сложила по длине, фестоны крупные, поэтому смотрим, чтобы центр полочки был с центром фестона. Вот как раз так у меня и получилось. Или с центром фестона, или наоборот, вот где заканчивается. Но главное, чтобы рисунок соблюдался, чтобы по бокам рисунок вышел одинаково. Это у нас будет полочка. Это у нас будет спинка. Рукавчик буду кроить вот таким образом. По низу рукавчика пущу вот этот отрезанный фестон. Также он пойдет по горловинке. Буду шить, и все, что будет интересно встречаться, все буду вам показывать. Так, спинку, полочку выкроила. На рукавчике остановлюсь подробнее. Значит, вот кусочек, который остался. Ткань в 2 раза, лицевой вовнутрь. Прикладываю, вот слегка, вот здесь вот чуть-чуть не хватает. Мы берем, где к спинке, подгибаем, вычерчиваем. И вот этот кусочек недостающий прибавляем сюда. И все у нас хватает. Прежде чем соединить плечевые, боковые, в кружеве надо обработать срезы. Кружево это необычная ткань, здесь вот есть такие пустоты, вот разрезали и вот дырочки, да, на кружеве. Поэтому надо обработать, например, пришить кружево. Вот такое нашла кружево в магазине. Если найдете уже, чем сантиметр, будет еще аккуратнее. Накладываем и пришиваем зигзагом, обычным зигзагом. У меня на Минерве это 5-я операция, плотность 0,9. Зигзаг 3,5. Оставляем здесь такой хвостик, чтобы можно было подтянуть. Чтобы кружево не замялось вовнутрь. Вот так у нас получилось с лицевой. С изнаночки все аккуратно. И сшивать потом будете, как обычно сшивают, лицевая к лицевой, срез к срезу. Строчка будет проходить, вот прям близко к этому зигзагу, к этой строчке. 3 миллиметра вот так отступлю, чтобы швы были небольшие. Швы будут в разутюжку, конечно. Можно срезы обработать, конечно, косой беечкой. Атласная косая беечка, правый край отогнула, срез к срезу. Здесь у нас идут срезы в стык, поэтому и здесь вот прям срез к срезу. И прокладываем строчку вот в этот сгиб. И теперь огибаем на изнаночную сторону и прострачиваем. Если бы это было не обработка срезов, а просто вот обработка косой бейки, проймы там или горловины готового изделия, тогда строчите с лицевой стороны.
А так как это обработка срезов, можно строчить с изнаночной стороны, тогда вы будете уверены, что вот эта сторона у вас будет прошита. Вот так получается. Довольно-таки аккуратно. Хочу теперь показать, как я пришиваю фестоны. В данном случае на рукавчик. Приложила к краю рукава, срез к срезу. Можно было, конечно, фестон опустить ниже, но длина рукавчика меня устраивает и так легче. Закрепила булавочками. Ну, легче-то легче, но, конечно, не так-то легко. Ну, во-первых, как говорится, черное на черном, черными нитками. Кто помоложе и зрение получше, конечно, будет проще. А вот у меня все сливается, хотя лапку одела специальную для аппликации, здесь вот прозрачная. Но, тем не менее, где вот наивысшая точка, вот приподнимаю краешек, да, фестона, здесь я вот с этой стороны прикалываю иголочку, чтобы мне по иголочке ориентироваться, где у меня будет заканчиваться зигзаг здесь и начинаться как бы в другую сторону. Пришиваю все тем же зигзагом. Можно, конечно, сметать при желании. Ну и один уже рукавчик сделала без всякой сметки, и все хорошо получилось. Продолжаем. Так, пришили. Настолько хорошо нитки подходят по цвету, что даже вот в упор смотрю и не вижу. Так, теперь берем с изнаночной стороны, ножницами отрезаем все лишнее. Ножницы должны быть не острые кончики, чтобы вы ничего лишнего не разрезали. Не торопимся, присматриваемся. И вот так пальчик подставляем, и нам будет как бы вот тогда понятно, где граница. Делаем ВТО, влажно-тепловую обработочку, и все красиво. Да, очень я довольна, что я купила кружевную ткань именно с двойным фестоном. Иначе вот обработать рукавчик мне было бы нечем. Ну или тогда, конечно, надо больше брать ткани. Выточки также будем обрабатывать кружевом. Ниточкой наметила, вырезаю, оставляю 3 мм на зигзаг. Потом пришиваем кружево вот таким образом. Ниточку здесь пока не удаляем. А потом, когда сошьем, в разутюжечку вот так будет у нас. Пошивала я все выточки. И что хочу вам сказать. Значит, вот выточка, смотрите, аккуратненькая с лицевой стороны смотрится. А здесь вот шов такой широкий, толстый внутри. Значит, что я придумала? Я взяла и отрезала лишнюю ширины вот этого кружева. Так что, если у вас есть возможность купить кружево узенькое, покупайте узкое, чтобы потом не морочить вот эту голову с отрезанием. Ну, вот таким образом отрезаем. Есть еще один метод соединения кружевного полотна. Так, а метод заключается в следующем. Вот, значит, 2 детальки. Вы их вот так стыковываете. И свободно ходовой стежкой соединяете все вот эти фрагменты. Все вот эти бриды. Но метод этот очень сложный, очень долгий. Как бы и сама не буду делать, и вам не советую.
Кто это может, то пускай, конечно, делает. А для начинающих портних и даже с небольшим опытом это просто нереально сложно. Так, с выточками я покончила. Теперь надо вшить рукава. Хочу показать вам свое, так сказать, новшество. Я подумала, если мы пришивали фестон к краю рукава, вот просто наложив фестон на рукав, то почему бы нам не сделать таким образом, пришивая именно рукав по пройме? Ну вот для начала попробовала на кусочки, потом отрезала кусочек на рукаве, получается, с полочки. Вот этот кусочек, помните, да? И вот наложила там, где не доставала по спинке. И вот я пришила. Пришила 2 строчки зигзага. 2 строчками зигзага. Смотрите, как аккуратно получилось. С лицевой и с изнаночной. И вот таким образом я буду вшивать. Честно скажу, я нигде не видела такой способ. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Попробовала, мне понравилось. И вот таким способом буду вшивать. Немножко я тут сметала рукавчик. Вот у нас рукав. Вот у нас спинка, полочка, пройма. И вот так по краю буду зигзагом сейчас соединять. Вот рукав, верхняя часть. Срез. И вот так буду прокладывать зигзаг. А внутреннюю часть потом можно отрезать, если будет неаккуратно. И вот так, не торопясь. Цыганская иголка, моя помощница. Где палец не подлезет, там она поможет. Кружево толстое, смотрим, чтобы зигзаг не начал на одном месте работать, иногда слегка подтягивая. Если вам край плохо видно рукава, где надо прокладывать зигзаг, то можно слегка пометить мелом. Слегка. Потом этот мел уйдет. Так, смотрим, как у нас получилось. Вот шов. Ну, просто аккуратнейший. Даже не знаю, повторять второй раз или нет. Ага, вот здесь вот краешек не подхватила. Значит, повторю второй раз. Но вообще получается очень хорошо. Так, с изнаночной стороны. Вот шовчик сантиметровый. Мы же накладывали как бы вот сантиметр, делая шовчик. Можно отрезать. Ну так, аккуратненько, чтобы не повредить зигзаг. Один боковой будем сшивать также, накладывая кружево на кружево. А с другой стороны будет молния. Все показывать не буду, а вот что будет интересное в работе, буду показывать. Так, пока не пошивала боковые, хочу обработать горловинку. Как обработать, чтобы было красиво, аккуратно и все симметрично? Ну, во-первых, сюда к центру, к лицу будет вот этот край. Именно вот этот, а не вот этот. Потому что здесь вот всякие неровности, когда мы отрезали. Ну как, неровностей здесь мало. Зигзагом пришьется, будет все аккуратно. Значит, помечаем серединку ростка. Это горловинка на спинке. И чтобы был центр рисунка или вот как бы край рисунка. Ну вот у меня край рисунка. Вот пометила мелом. Совмещаю. И вот таким образом укладываю. Значит, я укладываю. Край фестона будет совпадать с краем горловины. Здесь вот пришьется зигзагом. Лишнее потом отрежется. И тогда у вас обязательно совпадет рисуночек по центру горловинки. Вот здесь.
Иначе быть не может, потому что все краилось одинаково. Так, ну и здесь я, пожалуй, накладу. Вот таким образом сделаю. Вот здесь. Здесь можно немножко отрезать, чтобы не было толщины. И вот такой красивый будет у нас вырез. Фестоны приколола булавочками. И теперь сметываю. Хоть отсюда руку держать неудобно, но именно таким образом покажу. Иначе рукой буду закрывать. Назад игла. Вот она вперед, а теперь назад. Ну это для того, чтобы наш фестон не двигался, когда мы будем его пришивать. Вот сейчас наметаем, и обязательно надо померить, чтобы посмотреть, как все у нас получилось. Потому что вот здесь у нас нахлест такой небольшой, чтобы вырез не был куцым. Ну, по крайней мере, я так хочу для себя. Ну, а вы уж делайте, как вы захотите. Очень легко пришивается, потом покажу все это поближе. Если я раньше думала, что у меня это будет платье, то теперь я решила, что у меня это будет вот эта блузка. Вот с таким золотым чехлом. Чехол обычный, на бретелечках, а внизу прямо возьму, тоже зигзагом вот так пришью. Какие могут встретиться трудности, когда вы шьете кружево? Все-таки кружево, ткань особенная, и вот эти все утолщения, вот эти все кружева могут иногда заминаться вовнутрь. Вот пару раз у меня было, решила вам показать. Значит, откручиваете вот эти болтики, я их уже открутила. И вот эту пластину вытаскиваете. Поддеваете отверточкой и вытаскиваете. И вот она наша проблема. Видите, вот это утолщение, оно вылезло вот на эту сторону. И дергать, вот не сняв пластины, нежелательно. Вы можете порвать кружево. А вот когда снимается, здесь вот раз пальчиком поддели в обратную сторону. И оно выскочило. Ставим теперь назад, прикручиваем. И шьем дальше. Такое может случиться не только при пошиве кружевной вещи, но вот когда шьете кружево, такое все-таки встречается чаще. Заправляете ниточку, как обычно, и шьете дальше. Так, в чем еще надо постараться, на что еще надо обратить внимание? Тщательным образом подбирайте ниточки. Сначала пошейте на кусочки, а потом уже на основной ткани. Вот зигзаг, который мы проложили. Смотрите, какой он аккуратный. Практически его не видно. Ну и зигзаг не делайте сильно мелкий, потому что он как бы вот не схватит все фрагменты вашего кружева. И не делайте сильно крупный, чтобы он не был грубым. На Минерве 5-я строчка, плотность 0,9, строчка 3,5. Ну а чтобы ваша ткань кружевная все-таки не проваливалась, можно подложить вот такой целлофанчик с изнаночной стороны. Вот я подложила, зигзаг проложила, а теперь этот целлофанчик от файла в разные стороны тянем, и удаляется несложно.
Иногда, конечно, можно подкладывать просто бумагу, но так как здесь кружево у нас черного цвета, то белая бумага будет неуместна. Подкладочку я кроила с этой же выкройки, с которой шила основную. Подкладочку сшила и внизу пришила зигзагом. Лишнее отрезаем. Дошила полностью свою кружевную блузочку. Хочу показать поближе, ну и немножко еще рассказать, что не рассказала во время видео. Значит, здесь у меня на молнии. Вот так все идеально сошлось. Вот где выточки тоже вот рисуночек должен сходиться, чтобы было одинаково, как справа, так и слева. Даже получается сбоку вот рисуночек совпал. Так, что у нас внутри? Внутри у нас топик, который здесь я пришила зигзагом. Получается, первый раз пришила, ткань отрезала и потом еще раз повторила, чтобы было и аккуратнее, и чтобы лучше, как говорится, держалась. Конечно, мороки было немало, скажу честно. Если иногда я в видео говорю, что вот так легко и быстро мы что-то с вами пошили, то сегодня я так не скажу. Не быстро и не легко. Так что если у вас опыта маловато, а вам хочется все-таки какую-то кружевную вещичку, я бы вам посоветовала пошить, допустим, жилет, в котором не будет никаких выточек, никакой молнии. Ну вот просто он будет как бы одеваться, допустим, на какое-то платье и без всякой застежки, вот просто показать красоту ткани. И именно чтобы внизу была светлая ткань. Кружево, конечно, красивое. Красивое кружево. В общей сложности я всем довольна. Единственное, я как бы сначала планировала платье, потом планировала с той атласной ткани юбку. Ну, юбку пока не пошила, поэтому померяю с какой-то другой черной юбочкой, чтобы вам показать, как оно на мне сидит. А юбочку пошью когда-то в следующий раз. Все, буду мерить и показывать. Вот такая блузочка у нас получилась. Может быть, передумаю я шить черную юбку, а пошью светлую вот в цвет чехла. Может быть, так будет красивее. Пишите комментарии, девочки. Интересно почитать. До свидания. Всего доброго.